этот же день мы идем гулять в парк, и мы все вот так вот держимся за ручки, поем песни, и я вот так смотрю, и Тим с Лизой сосется. Этот сезон помог мне вернуть друга и рассказать о своих чувствах к Тиму. Этот сезон помог мне отпустить прошлое и впустить в мое сердце новые отношения. В этом сезоне я понял, что играю важную роль в жизни многих людей. Очень жаль, что мы с тобой знакомы. Привет, ребята! А пока мы станем в нашем мини-туре, я хотела вам сказать, что мой трек «Одна» уже на всех площадках, так что в конце серии переходи по ссылке и слушай. Беру бензин, поджигая все вокруг. Знаю о тебе все и всех твоих подруг. Я не влюблена, нет, я не влюблена. Я лучше буду одна. Я лучше буду одна. Любовь завяла, как букет. Я пропаду до утра, спасаю дым от сигарет. Я лучше буду одна. А начиналось так красиво, как у Шекспира. Вообще тусовка была замечательная. Ну как, начало этой тусовки. Мы прекрасно проводили время с ребятами, и произошло что-то очень страшное. Все же понятно было, что это взаимно, да? Так получилось, что Настя подходит ко мне поговорить. Пошли поговорим по душам. Да, конечно, пошли. И спросил за петличку, я сказал, у меня ничего нет, она говорит, у меня тоже. И мы идем разговаривать. Я выкладываю ей всю душу, все как есть. Но мы вчера взаимно пососали. Ну да. Давай сядем. Продолжал. Если... Ну, я же говорил, я не отрицаю, почему я не ушел. Потому что у меня есть тоже потребность, такая же, как и у всех. А что в этом плохого? Я не Что понимаю. плохого? Ну, чего ты так ломаешься, я не понимаю. Потому что это испортит отношения. Я уверен в том, что это испортит наши отношения, дружеские, наши хорошие отношения. Что я к ней чувствую? Ну вот, я не могу сказать, это как бы и дружба, но вроде и не дружба, потому что мы с ней поцеловались, и это факт. Зачем ты вчера меня целовал? Ну, это было обоюдно. Ну, просто поцелуй, просто поцелуй. Ой, да. Ну, скажи. Просто ты такой смешной, ты так выебываешься, насколько ты охуенный, насколько да. ты там круто ебешься, какой Да. охуенный член, большой, блядь. Да. Вот, вот Я не такой отрицаю это. пиздатый. Да. И потом... У меня, честно, я вот сейчас не могу говорить, потому что Почему? мысли смешались. Ну, говори, как есть. Ну, так и есть. Да, я слушаю тебя. Чтобы у нас было все, понимание. Просто я думала, что если у меня есть потребность потрахаться с тобой, либо пососаться, и у тебя есть потребность, то это нормально. И, типа, это не испортит нашу дружбу и так далее, потому что хороший секс не испортит дружбу. Тра-та-та-та-та. Ну, просто когда тебе напрямую говорят, что нет, Настя, мы с тобой только друзья, а у тебя как бы сердце чуть-чуть разрывается, когда тебе сначала показывают одно в начале реалити, в принципе, в жизни обнимашки и все такое, какое-то внимание, а потом, сводят на нет. Ну, ты чуть-чуть в ахуе. Тим, ты бы хотел встречаться с Марисен? Это мой вопрос. Мне кажется, самый неудобный вопрос, который был на тусовке, наверное, Тиму про Машу. Я бы не хотела такое услышать. Я бы лучше выпила, потому что, не знаю. Потому что это жестко, это очень жестко. Тим, ты бы хотел снова встречаться с Машей? Короче, Джамбо. Прости за стиль. No boys, no trouble. В кармане money. No boys, no trouble. Занята, не звони. No boys, no trouble. Прости за стиль. Спросишь, как мои дела, расскажут новости. No boys, no trouble.
девочки, мне кажется, что Чана с Тимом очень хорошо смотрится. Чего вы думаете? и лето. Шипер года. Ну, правда. Ну, это странно. Такое обстоятельство. Все, Не я знаю, они с ничего не Никитой буду очень говорить. милые. Да, Верю мне ни во кажется, что другое. что Чана смотрится хорошо со своим парнем, а Тим с кем-нибудь другим. Просто С кем, спросила да. ваше мнение и все. С кем он хорошо смотрится? Ну, с кем-нибудь. Например. С Машей Сен. Если честно, мне немножечко некомфортно перед Марисен в том плане, что я знаю, что они встречались, и я догадываюсь, что, возможно, у нее остались чувства к Тиму. И из-за этого... Ну, то есть я вижу, как она смотрит, когда, условно, Тим снимает со мной больше, фоткается со мной больше. И мне от этого очень некомфортно, что ли. Я не знаю, что нужно делать в таких моментах, но я просто живу для себя, и я не хочу обделять свою дружбу ради кого-то. Вот. Маше нравится Тим до сих пор. Я пытался Маше дать очень много психологических советов по этому поводу, но она меня не слушает. Мы говорим, я говорю, Маш, делай вот эти шаги. Она такая, да, работаем по плану. И потом говорит, мне страшно, я боюсь, что мне не ответят взаимностью. И так постоянно. И до сих пор она сделала примерно 0 шагов к тому, чтобы продвинуться к сердцу Тима. Хотя, мне кажется, если бы она попробовала, ну почему она упускает эту возможность? Это очень тупо. А если бы Маша сошлась с Тимом? Да, Да? я обрадовалась. Ну, типа, я момент с ними этого не познакомилась, когда они были парой, и это вообще идеальная пара была. Да? Да. Ну, я вот, честно говоря, не следила ни за кем, когда они встречались. Я даже не знала, что они встречались. Я приехала в ИКСО, через месяц узнала, что они встречались. У меня был шок. Я жила с Машей и с Тимом, когда они встречались, и они были самой идеальной парой на свете. У них были очень хорошие и светлые отношения. Просто так получилось, что из-за какой-то фигни они расстались. Но можно же опять попробовать. На их советы. Я с тобою хоть на край света. Для тебя всегда открыт, для остальных по настроению. Мы с тобой через волны, через тысячи падений, через сотни километров. Мы стрелой сквозь года. Только вместе тратим время, только вместе навсегда. Хоть на красный свет, но я прилечу к тебе. Вот я считаю то, что Тиму нет девушки лучше, чем Маша. Я не верю в то, что Тим и Маша просто взяли и разлюбили друг друга спустя год отношений, спустя год совместной жизни. И я даже слышал, как Тим называл Машу своей женой, и просто взять и разлюбить ее, но я в это не верю. Ну, воссоединение парочек, это для вас нормально? Ну, если бы вот Маша, допустим... Я считаю то, что после расставания вполне можно заново начать отношения, так как у меня так было, но просто мы потом опять расстались. Но это уже было по моей вине, потому что я разлюбила человека, но так у нас все было намного идеальнее, чем в первый раз, поэтому это возможно. А есть ли смысл, если это ненадолго? По-моему, Почему это ненадолго? Люди, которые опять встречаются. Нет, это глупый совет, нет? Нет, это нормальный совет. Даже с тобой не работает. Да, он работал со мной. У меня вторые... Вот. Возвратиться, а потом опять, а потом уже опять. Да, но второй раз, типа, все было идеально. Просто мы расстались, потому что я улетела в ИКСО Тим. Это будет просто ждать этой встречи, и в итоге останется и умрет. Я не знаю, но лично у меня есть такой стереотип в своей голове, что я никогда не вернусь к бывшему. Да? Я возвращалась 2 раза. И чё, каково это? Ужасно, Классно, ужасно. прикольно? Ну, мне было 15 лет, я вообще, конечно, малышка была. Ну, естественно, я бы никогда не вернулась. Мне просто кажется, что если однажды люди расстались, значит... Я думаю, это все Они будут индивидуально. расставаться И смотря всегда. еще из-за чего вы расстались. Типа, может быть, кто-то из-за какой-то фигни расстался. А из-за чего можно расстаться? Кто-то Не знаю, может мне просто кажется, мы вообще не недопонимание должны... может произойти. Я не знаю, почему Ну, вы смотря обсуждаете какое чьи расставание. отношения. Мы не какое обсуждаем расставание? чьи-то отношения, мы обсуждаем просто тему... Вернулись бы. возврата. Не, норм, типа это же их, ну как бы. Мне кажется, что Тим боится сделать какие-то шаги по отношению к Маше, чтобы попробовать возобновить отношения. Возможно, он просто боится получить отказ, но, как мне кажется,
Если он это сделает, то все будет хорошо. Смотри, ты все время говоришь так, как будто бы Тим, как будто бы очевидно, что Тим хочет этих отношений. Очевидно, что Тим, типа, какие-то шаги делает. То есть расскажи, что ты замечаешь такого, исходя из чего ты делаешь вид о том, что Маше ему интересно в принципе. Он постоянно флиртует с ней, там, заигрывает. Часто хочет приезжать к нам в дом новый. Как-то пытается ее задеть. Я не знаю, любил ли я когда-то, потому что как раз-таки у меня есть мысль, что, возможно, потом появится что-то большее, и я разочаруюсь в прошлом или до конца не пойму, что это было. Он говорит, типа, что он сейчас вообще ни в кого не влюблен и не рассматривает ни одну девушку, типа, в качестве... Врет. У него обида просто, и все. Ну, типа, он ничего с этим не может сделать. Я его понимаю, типа, но я знаю, что он все равно любит Машу, я уверен в этом. Типа, то, как он себя с ней ведет, это ж пиздец. Это очень смешно, типа. Я постоянно вижу, Маша говорит, тебе не кажется, что Тим в тебя влюбился снова? Мне просто почему-то кажется, что то, что девочки утверждают, что Маше нравится Тиму, это немного утрировано. Но я не могу утверждать это на 100%. У меня есть такая классная фраза. Дать второй шанс – это как дать вторую пулю тому, кто в первый раз в тебя не попал. Чего? Карандашком чисто пошевелить. Давайте набьем татуировку такую. Безумно можно быть первым. А почему Тим, если что-то чувствует, ничего не предпринимает? Если Тим что-то чувствует, у вас может возникнуть вопрос, почему он ничего не делает. Ну, потому что, я помню этот момент, как она его отшила, как она зашла в офис, как она зашла в офис тем летом, они зашли раздельно от Тима, и, Тим, тогда мне было жалко его по-настоящему, потому что для меня он казался каким-то как будто изгоем. Хорошо, что он сейчас обрел какую-то семью с ребятами, потому что тогда, когда он пришел, никого не было, он был один. Он общался только со мной после Америки. И это жестко. Вот если понять ту ситуацию Тима, можно понять, почему он так холоден к Маше. Потому что она пустила его... Потому что она пустила его буквально на дно. И, кстати, Тим тоже был не самым охуенным парнем в тот момент, когда она с ним рассталась. Я все это знаю на самом деле. Мы с Машей и Тимом много общались, когда они были в Америке. И, Тим делал. Слушаем? Да. С кем бы из присутствующих в этой комнате ты бы переспал? Какой сложный выбор. Геля, уточнение. Уточнение, я могу тоже ответить. Один человек, да? Да. Вот мне тоже сложно. Ну, мне сложно, но поэтому я тыкнул пальцем в небо. В черное. Алишер. Ладно, пусть будет Алиша все-таки. Пусть будет Алиша. Ребят, она добилась своего. Спустя года. Тим хотел бы с тобой переспать. Ну, как бы никаких эмоций, потому что я это и так знаю. У вас что-то было, да? Ну, да. Короче, в самом начале, когда меня позвал в КСО Герман, я такая, типа, о, прикольно, классно. Можешь громче говорить? Ты слышала эту историю? Я хочу еще послушать. Да, Алиша была влюблена в Тима. Да, я была влюблена в Тимура Сорокина. Кто-то об этом еще не знает. Покажите мне этого человека. Просто извините, но я 10 раз на дню в течение целого года слушаю одну и ту же историю. И сейчас можно вставочку, как я просто повторяю за Алишей ее слова? Потому что что? Потому что я знаю эту речь наизусть до единого слова. Я прихожу в офис, когда уже было начало, и смотрю, типа, он там ходит, но я знала, что он, типа, был бывший Маши. Вот, и я такая смотрю, думаю, я с ним не хочу общаться, типа, никогда в жизни, потому что он мне показался, типа, вообще злым. Как будто у него еще такой взгляд, знаешь, такой. Вот, потом я начала замечать, как будто он ко мне подкатывает, типа, знаешь. И я как-то начала, типа, очень сильно привязываться, вот. А потом Гэри сказал то, что, сейчас карантин, поэтому у меня дома остаются жить Хошин, Алиша и Тим. А мы, типа, все были в одной комнате. В один момент просто все, мы уже ложимся спать. Типа, вот тут Тим и я.
И мы такие что-то вот так вот лежим, типа в обнимочку, знаешь, вот так вот. Вот это я. Вот что-то лежим, и Тим такой... И, короче, мы поцеловались. Вот, и я думаю, ну все, типа... Я так обрадовалась, потому что обычно, ну, типа, меня все отшивают почему-то, не понимаю. Вот, меня все отшивают. Да, ребят, такая вот проблема, что меня отшивают. Меня отшивают. Меня отшивают. И вот так вот тоже недавно случилось, как раз-таки опять в апреле. Мне кажется, этот месяц очень классный, потому что каждый апрель меня шлют на... Ой, почему-то, вот. Год назад у нас не были какие-то мутки, мы с ней там целовались, но потом поняли, что, видимо, это будет очень плохо встречаться с кем ты работаешь, к сожалению, но так работает. Ты, короче, попадаешь в какой-то замок, и потом из этого очень сложно выбраться, потому что в какой-то момент вы можете либо поссориться, либо обратно начать, или обратно встречаться, или продолжать встречаться, но, скорее всего, все работает немножко в обратную сторону, потом очень тяжело, не хотелось сделать никому больно, но вот так вот получилось. Я вообще, типа, редко в кого влюбляюсь, ну, знаешь, вот, а тут, я не знаю. У Тима такая харизма просто, и... Если что, даже Тим, когда мутил с Алишей, и он мне рассказывал про все, как они сосались, вот это, да, школьная история, короче. Тим говорил, я играюсь, я просто играюсь, мне отношения не нужны. Он, если что, не только так про Машу думает, он так думает про всех. Он мне показывал миллион телок с инсты, он говорил, я просто играюсь, типа, я так хочу, ничего не хочу нового, не хочу никаких отношений. Возможно, ему просто нравится чувствовать себя, типа, альфа-самцом, что он ебет телок, поэтому... Ты плакала? Ты что, там такая истерика года была? Тим такой человек, что он может по щелчку пальца просто влюбить в себе любую девочку. И это правда так, потому что у нас было куча сотрудников, куча блогеров, которые просто могли пройти мимо Тима и влюбиться в него. Только потому, что он реально как джентльмен себя ведет, открывает девочкам двери, платит за них в кино, заказывает им еду с доставок и всегда ухаживает за ними, потому что ему это самому приятно, и он хочет быть таким альфа-самцом. Мне кажется, я некоторым девочкам импонирую, потому что они считают, что я разговариваю с ними как будто я с ними флиртую. Но это просто моя манера общения, и некоторые этого, наверное, не до конца понимают. Но я всех очень сильно люблю, и со всеми, с кем я общаюсь, мне действительно очень приятно общаться. Просто иногда, возможно, это что-то переходит какие-то границы, я могу что-то больше себе позволить, там приобнять, сказать, что это очень красиво, ты прекрасно выглядишь, но девочки иногда это воспринимают немножко не так. Привет, как дела? Прости, была занята. Достучалась до тебя, но тебе не до меня. Беру бензин, поджигая все вокруг. Знаю о тебе все и всех твоих подруг. Я не влюблена, нет, я не влюблена. Я лучше буду одна. Я лучше буду одна. Тим, ты бы хотел встречаться с Марисен? Это мой вопрос. Тим отвечает. Да ты сейчас отвечаешь. Она тебе задает вопрос. Да, то это ты. А кто писал эти вопросы? Был ужасный вопрос. Я вообще вас ненавижу за этот вопрос, потому что почему у меня не спрашивают такие вопросы? Почему у Тима спрашивают эти вопросы? Да, ты либо отвечаешь, либо пьешь. Нет. Все, Не ответил? Ты ответил? Окей, супер, давай дальше. Я бы, наверное, и на месте и Маши, и на месте Тима мне было бы очень некомфортно. Они сидели, рядом прям. Ты бы хотел заново начать встречаться с Машей? Я ответил нет. Ты бы хотела встречаться с Тимом? Я бы не хотела встречаться с Тимом. В момент, когда мы расходились, мы поняли, что у нас чуть-чуть разное понятие по жизни, чуть-чуть у нас расходятся миры, и немножко по-разному друг другу стоит заниматься разными делами. Короче, мы просто не сходимся. Мы расстались не просто так. Мы расстались, потому что я вижу возле себя намного сильнее мужчину. Я действительно считаю, что спустя какое-то долгое время воссоединение отношений, такого не бывает. Если люди расходятся, вряд ли у них что-то потом может снова получиться. Мне неприятно, потому что я много отдала этому человеку. И любовь, и дружбу, и... Я считаю, что как и Маше нужно идти дальше, так и мне нужно идти дальше, не зациклиться на этом. Нет, все, честно, я поняла, что... У нас прекрасная большая жизнь, в которой мы после расставания отлично общаемся. Когда мы с Тимом расстались, я стала через месяц встречаться с другим парнем.
А знаете почему? Потому что я узнала, что Тим после нашего расставания через неделю, целовался с Алишей. Или через месяц, неважно. Короче, до моих отношений с моим новым парнем. Я очень разозлилась и пошла гулять. И встретила человека, с которым провстречалась 2 месяца. И потом я такая думаю, а зачем я это сделала? Сделала я это со злости. И после этого в июле я осознаю, что я наделала. Все-таки я любила этого человека. Я написала Тиму, и Тим сказал, у нас разные дороги, бай. Окей, у нас разные дороги, бай. И после этого, я никогда не хочу с ним разговаривать, подходить к нему и говорить об этом. Он сказал свою позицию уже в июле. Что я могу сказать? Вот так вот. Я очень сильно уважаю Машу и ее мнение, и, в принципе, все, что у нас в команде происходит, и каждого. Поэтому это был мой ответ. Он был, возможно, неприятен, но он был честным. Мне кажется, по-мужски, но это уже не мне судить. И вот так вот, все. Желаю всего самого наилучшего и, к сожалению, да. Люди расценивают, что у тебя есть чувство к Тиму. Как это воспринимается из твоего поведения? Это опять-таки из того, что ты просто внимательный и добра ко всем, в том числе и к нему? Или как? Конечно, у меня к нему какое-то особенное отношение, потому что я с этим человеком была. То, что они надумывают себе, это они так хотят надумывать себе. А то, что у меня здесь, знаю только я сама. Что? Давай. Дай пощечину человеку слева от тебя. Получи, сука! Давай эту правую рукой. Реально, давайте за все Только, хорошее. пожалуйста, бей, не кистью. То есть ты мне не бей, а пощечину именно давай. Бей, бей, бей! За все хорошее и все плохое. Давай! Маш, пить, давай, пить. В нос не попади, главное. Давай, не жалей. Ну не смешите меня, пожалуйста. Тим, ты не сыпь. Я не смешу. Давай, Маш. 1, 2, 3! Я бы с бывшим не общалась. Вот так вот я вам скажу. А с Тимом, я бы не хотела с ним. Да, я бы не хотела с ним общение прекращать, поэтому сейчас все норм. И мне с ним весело, реально, угарно. Когда он там меня бьет. Тебе это нравится, да? Ну да, это я думаю, если бы Тим вот с нами не жил в доме, было бы скучнее. Ну да, согласна. А как ты думаешь, вот он сейчас в кого-то влюблен? Есть какие-то догадки? Тим может быть в кого-то. Ну, с одной мадамой был уже. Он не был в нее влюблен. Ну да. Она просто к нему постоянно лезла. Да. И он сам такой, вот смотри. Была такая ситуация, что он сидит на диване. Кстати, мне было неприятно на этот момент. Видит, как она заходит, и такой, смотрите, 3, 2, 1, она на меня запрыгнет, и она на него запрыгивает. С Лизой была немного другая история. Она там сама на него запрыгивала каждое утро, вечер, день, ночь, всегда. И поэтому получалось так, что это Лиза к нему подкатывала, а не он к ней. Хотя, мне кажется, она тоже видела, что у тебя были какие-то... Мне кажется, она знала, заходила в комнату ко мне и такая, блин, Алиш, вот я теперь не снимаю видео с Тимом, потому что все говорят, обвиняют меня в том, что я в него влюбилась. И вот это, знаешь, ее, я не влюбилась. Алиш, она мне тоже, я не влюбилась. Подожди, я это еще расскажу. Я один раз слышала, она такая, Алиш, ты с ним гораздо больше времени проводишь, а вот я, Алиш. И вот это я думаю, Лиз. А потом дарит ему кроссы за 40 000. Да. В их отношениях все было наоборот. Она ему дарила подарки, очень много подарков, чуть ли не цветы, ухаживала за ним там. А Тиму было пофиг, ему просто было приятно. Я бы так же поступила, я бы тоже принимала подарки. А потом я еще услышала... для него квесты. Я услышала один раз разговор Даши с Лизой, я снимала видос, я уже рассказывала, но не сказала точно, что я слышала. И там было то, что, Даша говорит, Лиз, ты же понимаешь, что, это выглядит, как будто вы там что-то это. Вот. И Лиза такая, Даш, ты же знаешь, что мы просто друзья. И я думаю, кому ты... Я помню, она говорила, он мне как братик. А в чем проблема? Почему? Он мне братик. Почему не могла это сказать, Даша, если они, что тут такого?
потому что я дружу с Машей, а Маша, я знала, что Маша была очень ей было неприятно. Конечно. На ее бывшего постоянно прыгают и все такое. А я типа и Лизина подруга, и Машина подруга. Я Маша постоянно говорила. Просто между двух огней. Маша, он ей просто братик. Типа они просто друзья. И получается, я Маша делала, потому что Лиза мне делала. Да. Но в итоге мы пошли гулять в парк. И с Лизой, с Тимом, с Пашей Лимом. И до того, как мы пошли гулять в парк, Лиза мне еще в очередной раз говорила то, что ей не нравится Тим, у нее ничего к нему нет, то, что они просто друзья. И в этот же день мы идем гулять в парк, и мы все вот так вот держимся за ручки и поем песни. И я вот так смотрю, и Тим с Лизой сосется. Чего? Ты это так увидела? Да, и все, и в этот день я перестала с ней общаться. Не из-за того, что, типа, Тим и Лиза, мне похуй, с кем будет Тим, честно. Типа, из-за того, что она мне делала, я, получается, пиздила Машу. Типа, знаете, мне даже иногда не очень, ну вот было, когда там Тим до меня дотрагивается, там что-то трогает, вот это все, и типа Маша рядом. Хотя, ну мы как бы ничего, мы друзья, но все равно мне как-то не очень, потому что, блин, если бы у меня был тоже вот бывший, и типа там вот это все такое. Я одном тоже шла к Маше и такая: Маш, да. Вот я тебе правду говорю, он мне просто друг, ты все неправильно понимаешь. Мне да, было я неприятно, реально. за тебя нет. И Маша не поверила, она такая: да, конечно. Маша думала, что реально ей кажется. А в итоге, короче, она всех нас... Брать можно же сказать, что там, да, у меня есть чувства, наоборот, Все было по-другому, мы все поняли. Ну да, тут нет, ну, в этом ничего такого. Будет лучше, если не будет вот этого, то, что ты говоришь, типа, ты там показываешь, что ты крутой, типа, нет, Настя. Я это делаю не потому, что я хочу сделать показуху какую-то, а потому что я вот так вот я чувствую, что не надо. Я вчера сколько не хотел этого. Как? Я хотел, но я просто вот тем я хотел, вот этим я не хотел головой. Ой, Тань, ну, короче, все ясно. Хорошо, я тебя поняла. Спасибо большое за твое мнение. Ну, это ты видишь, ты же тоже видишь, что это обоюдное мнение. А потрахаться ты можешь найти просто, реально. Тут другой, может тебя потрахать. И нам от этого будет лучше. У нас останутся хорошие отношения. И лучше, когда есть стабильное что-то, лучше я укреплюсь за стабильным. Стабильное общение, стабильное это, чем рисковать. Потому что, скорее всего, это риски неоправданные. Я сейчас вот тебя поняла по этому поводу. Просто мне было неясно. Вдруг у тебя есть тоже ко мне какие-то чувства, и я хотела реально сегодня Какие узнать. чувства? Ну, мало ли что, типа... Если ты решил, что у тебя тоже, возможно, были какие-то чувства, значит, у тебя какие-то чувства уже проснулись. Я не говорила такого. Нет, ты я сказала, спрашивала я думала, у тебя, хотела может быть, узнать, у тебя. У тебя тоже проснулись чувства, ты сказала Я через тоже тоже. не говорила. Ты сказала через тоже. Думаешь? Начнем с того, что... Ну, мне нравится бум. И что мне делать? И что делать мне, девочка, которая влюбилась, если тебя френдзонят? Угу. Короче, все, супер, класс. Реально? Ух ты. Отсоси. Диктофончик! Пошел нахуй! Как это повлияло на мое отношение к ней, я думаю, это остановило наше общение. Типа, ладно, она записала, окей, это реалити, хорошо, к этому вопросов нет. Но как она преподнесла это мне? И даже когда не было камеры, она подходит ко мне и не говорит, типа, да, ты понимаешь, это реалити и так далее. Она подходит и говорит: все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Это меня просто добило. Я же просто... Я думаю, соси, иди нахуй. Все сказала само за себя.